что все не так просто. Не так просто, как я думал себе, понимаете, да. Я ведь, между прочим, хотел быть балериной, да. Туц. Здорово. Я лично хочу жить в Санта-Монике. Все, коплю деньги на переезд сюда. Конкретно на эту хату. Буду сидеть тут и по телеку смотреть магазин на диване. Чтоб не какать понарошку, купи у Мишеньки гофрошку. В прошлый раз мы с вами остановились на том, что выполнили вроде как все дополнительные задания. Все, можно с чистой душой и членом двигаться дальше по сюжету. Идем в дурку. Сестры Войерман обосновались на втором этаже этого заведения. Наводку на лифт нам дает бармен с физиологией Логвинова. С вами sologvinov.ru. Лифт заезжает, а уши Анжелики становятся свидетелями перепалки между сестрами. Насколько я помню, он называется Санта-Моника, а не самодовольная сука. Так вульгарно. Так неловко слушать все это, будто родители ругаются. Себя на ее месте представили? Михаил, ну давайте еще раз. Я не буду больше переодеваться в ад ради твоих тупорылых скетчей. После их перепалки дверь открывается, а нам же наконец-то подворачивается под кожу возможность познакомиться с Терезой Войерман. Не знаю, как вы, я лично считаю, что после такой дамы не зазорно и ободок унитаза облизать. Губами. Пожалуйста, заходи. Прошу прощения за кретинизм моей сестры, если она доставила тебе неудобства. Она скандальна до бесстыдства, но... Видимо, в клубном бизнесе такой тип людей неизбежное зло. Вот именно поэтому, из-за вашей вульгарности и озабоченности, даже если бы мы и захотели открывать свой клуб, я бы не стал брать вас в бизнес-партнеры. Чел, ты чё, издеваешься? По характеру Тереза стерва и деловая краля. Жанет она всерьез не воспринимает, а с просьбой перестать враждовать с Бертрамом Тунгом она и вовсе недоумевает. Да, если вы не забыли, нам надо бы уговорить Терезу перестать враждовать с Тунгом, так как от этого Тунг ныне где-то сидит на стелсе. Проклятые Носферату. Какие же они грязные. Михаил, Тереза вам посоветовала помыться. С ее слов, Тунг придурок, интриган и вообще плохо влияет на Жанет. Но она готова переступить через себя и пойти на перемирие с Тунгом, коль Анжелика сходит в какой-то там отель и избавится от духа, что там поселился. Ну, вроде бы легкая халтурка. Как сражаться с нематериальным? Это ни к чему. Призраки безвредны. Подвохов ничего. Ля, какая картина. Это типа сестры Войерман и их батя? Солидный и голубоглазый, славянин, наверное. Кстати, Бертрам у Жанет в ноутбуке подписан как Берти. Я не удивлюсь, если она реально с ним спит. Бабы даже Носферату готовы дать. С кем угодно. Но они, сука, не дадут секс никогда хорошему человеку. Ну а теперь о важном. Это коньх. Да, он опердел собак. Но действия его не без логики. Просто собаки не закупались на сервисе Купикот. А вот другие рекламодатели не дали бы мне пошутить про пердящего коня? Думаете? Ладно, давайте уже спустя столько интеграций поговорим про Купикот без купюр. Я и сам пользуюсь этим сервисом, постоянно пополняю аккаунт Стима. Все проходит быстро и реально за пару минут. Да, у сервиса более 19 миллионов успешных пополнений, но я сервис проверил и своим личным опытом. Сам процесс пополнения достаточно прост. Выбрал свой регион, нужную сумму, свой логин ввел, обязательно использовал мой промокодик, применил и оплатил. Но я не знаю, куда уж проще, даже такой мазда недопатченный, как я, разобрался. Мой личный промокодик, кстати, снижает комиссии до 4% на пополнение и до 7% на покупку игр гифтом. Также на Купикоте горячих новинок, ой-ой-ой-ой-ой, но на любой вкус и цвет. Их спокойно можно купить ключом и не париться вообще. Также доступны игры, недоступные в РФ по причине разрабы-додики. Само собой, на сервисе есть прогрессивные скидки, кэшбэки со всех покупок, конкурсы с призами и т.д. Но реально, на сервисе что ни день, то праздник. Все ради вас, мои дорогие зрилы. Сервис Купикот. Выгодно играми тарься и более не парься. Ныне нам надо идти в отель Ocean House через канализации. В отеле нам надо найти некую личную вещь призрака и принести Терезе. Как вы можете заметить, тут жутко. Отель восстанавливали строители. Призрак их разогнал, и те не хотят возвращаться обратно. И я их не виню.
Сейчас вопрос к молодежи. Пошли бы туда внутрь ночью снимать хайповые тики-токи, а? Вообще злобу призрака наша Желка успевает ощутить на себе еще до того, как она заходит. Глубины Атлантиды, ковчег, грезы, сны. Вы не поверите. Игра за Малковиана реально решает. С голосами внутри головы хотя бы не так страшно. Шизофреники, ловите лайфхак. Ладно, входим внутрь. Зло припадает к ногам. Я буду лукавить, если скажу, что мне не страшно. Нет, будь моя воля, я бы с радостью скипнул данный сегмент, но, увы. В этом здании мало того, что жуткая атмосфера, так и еще постоянно что-то пердит, двигается, кто-то бегает, а в наше лицо то и дело прилетают предметы. О, а вот сейчас будет момент, с которого я реально чуть не обосрался. Но оно и по футажу видно будет. С момента, как я вошел в отель, прошло меньше минуты. Меньше минуты! Из-за нажористости ужаса я буду называть этот отель «Дом скибиди ужаса». По отелю раскиданы старые газеты... Да твою мать! Слышь, шкура, ты же говорила, что призраки мне вреда не нанесут! Короче, тут раскиданы газеты, где в хронологическом порядке нам говорят, что в отеле... Короче, в отеле то и дело происходят всякие ужасы. Например, тут пропала семья. На втором этаже тоже есть газета. Я реально сейчас дропну видак. Вот знаете, хожу я сейчас по этому подвалу, тут бегают какие-то привидения, а в газете пишут, что в стиралке найдена детская голова. Стиральная. Кингисеппской сборки малютка. Знаете, о чем я думаю? Я ненавижу ужастики. Всем сердцем. Я готов обозреть любую жестокую кровавую срань, но если там есть пугалки, нет, все, умываю руки. Поэтому, если вдруг в будущем захотите попросить меня сделать ролики по какой-нибудь игре, то ужастики даже не просите. Сам же отель — это просто квинтэссенция скибиди-хоррора. Вот я сейчас иду включать питание, и сразу после этого комната начинает трястись, все дребезжит, пердит, взрывается. И это реально страшно. Мне здесь плохо, и ладно, хрен бы с ним. Но я выхожу из котельной, и тут начинается газлайтинг пианиной. Вы вот ради этого меня так дрюкали этот отель проходить? Чисто, чтобы лицезреть, как из меня от страха кишка выбегает? А может нет, а может да. Все, возвращаемся наверх. Призрак Тян, кстати, с ней есть желтая С4, показывает пальцем куда-то. О, еще одна газетка. Второй челдрененок изрублен как дрова. Блин, ну это уже какой-то скибиди true crime получается. Не хватает только короткостриженной бабки, которая ради хронометража будет саспенс часа 2 натягивать. Ой, смотрите, рисуночек. Я так понимаю, это ребятенок нарисовал свою семью. А это харизматичная клякса, батя. Да? Блин, а мне нравится. Буду надеяться, в будущем мои дети именно так меня рисовать и будут. Убирайся. Призрак, ты уж извини, но если я уйду, то мне снова надо будет ради хлеба всякие хазбин-отели на стримах смотреть, а оно мне вот вообще не надо. Ну не могут мудоделы без отсебятины. Взяли Шевцова на машине, сюда добавили. Кто бы говорил, у тебя у самого рост 179. Заткнись. Так, теперь мы спускаемся в барчик. Ой, господи. Ну как же атмосферно. Если бы захотел здесь сходку с подписчиками устроить, пришли бы, а? Да, конечно, пришли бы, чё вы. Отсюда наша Анжелика спускается вниз на кухню. Тут-то мы и находим дневник одного из призраков. Помоги мне. А ты мне чё? В самом дневнике девушки записи из 1958 года, где она рассказывает, как они поехали в отель. Как им было хорошо, и как потом муж по имени Эд жену вместе с потомством зарубил топором. Весь этот сегмент по факту одна большая отсылка на Сияние. Это как бы очевидно, но я на всякий случай все равно проговариваю, а то потом кто мне напишет: ой, что это не сказал, что отель является отсылкой на Сияние? Ням-ням. Ладно, бомбежка бомбежкой, а тут сейчас на кухне настоящая война начинается. Благо я смотрел пока все дома и знаю, что от такого можно спрятаться либо на параше, либо в кухонном лифте. Берите на заметку, если что. Прям представляю себе, как Анжелика сейчас сидит в лифте, как Джордж из Свинки Пеппы. Далее отельных хайлайтов не так уж и много. Тут падает лифт, тут мы находим топор прямо из Сияния, да-да. Вся мебель опять то и дело взрывается, далее видим призрачный пожар и вуаля. Нам показывают, как тут было раньше. Ах,
какая безмятежность. Нет, мне на самом деле насрать. Забираю кулон и валю отсюда. Фу, ура! Ой, ну это ужас какой-то. Честно, я про игру вообще ничего не знаю. Я не знаю, что нас ждет дальше. Искренне надеюсь, что этот хоррор-перформанс от разработчиков является единичной акцией. А вы еще так ждали, когда я буду проходить именно этот квест? Ждали! Неужели вам реально в кайф смотреть, как я страдаю, да? Ты здесь именно для этого. Я вас понял. Все, с помощью кулона Тереза сможет расколдовать этот чертов отель. Идем обратно. Разумеется, как назло, в этот раз вместо Терезы тут стоит эта проститутка в чулках и с бубами размером с голову Мэдисона. Я тебя вижу. Если бы у игры была украинская озвучка, то я бы сказал рифму, за которую мне на ролике монетку бы снесли. Сюда, киса-киса-киса. Я тебе чё, барсик, что ли? Даже не стучишь? Я могла быть раздетой, и кто знает, что бы я тогда с тобой сделала. Хочешь встретиться с ее величеством королевой Викторией, да? Для любого нецелованного пацана это, конечно, мечта, чтобы сумасшедшая неформалка сама шары подкатывала. Но это все хихи и ха-ха, пока вы с реально сумасшедшей не столкнетесь. Лизал? Мы рассказываем, что так-то выполнили задание Терезы. Жанет просит отдать ей безделушку из отеля, и мы, разумеется, отказываем, так как этой крале доверие 0. Знаешь, я не просто глупая кукла. Всю жизнь моя сестра выставляла меня на посмешище. Она сказала тебе, что я обуза, да? Что я себе даже шнурки завязать не могу и за всем обращаюсь к ней, да? Ты что, реально ныть начала? Я бы сейчас сказал, что это так по-женски манипулировать человека с помощью нытья, но я в юности также поступала не раз, это реально работает. Внезапно Жанет меняется в лице, забивает на безделушку и просит нас тогда для нее услугу оказать, а именно пойти в какую-то там галерею картин, где будет проходить благотворительная выставка, изрезать лоскуты все полотна. Обещаю, это не займет много времени. Возьми этот нож и покромсай картины в галерее. Постарайся, чтобы тебя не поймали, и не устраивай там бойню. И укради благотворительные пожертвования. Купишь себе что-нибудь стильное. Слушайте, а точно ли Тереза здесь плохая? Пока что создается впечатление, то, что самое конченое здесь Жанет. Типа, да, благотворительную акцию устраивают якобы некие толстосумы, которые хотят захватить власть в городе, но опять же, это с ее слов. И кое-что насчет этих картин. Что же это было? Не могу вспомнить. Ну ладно, развлекайся, утеночек. Ну вот. Какой там подвох будет? Я приду туда, меня в ту забиты жахнут, убьют, заставят сегмент с отелем перепроходить. Мы около нужного здания. Именно сейчас тут появился охранник, и его типа надо обдурить. Эй, а ну стоять! Боюсь, что ты совершаешь правонарушение по форме 351, то есть противоправное вторжение в частное владение. Я вынужден требовать тебя немедленно покинуть эту территорию, иначе я вызываю по рации подмогу. Я сразу говорю, если будете фотожабить мое лицо на него и кидать в предложку, но я, короче, это выкладывать не буду. А самого охранника я решаю соблазнить и... Это ужасно, конечно. Да брось, давай поразвлечемся, не хочешь ли надеть на меня наручники? Ну, мисс, это стандартный ответ человека, занимающего должность вроде моей. Риск, уважение, авторитет. Это опасный труд, но кто-то же должен этим заниматься. Да, эти слова пробуждают меня к жизни. И знаете, вы удивитесь, как часто мне приходится это слышать. Это все полицейская форма, понимаете? Женщины просто без ума от формы. И жирные пятна на форме, как металли за отва. Ладно, может уже просто скипнем этот момент, а то даже мне мерзко стало. Анжелика пьет у мерзкого охранника кровь и спокойно в проходе... Не понял, я что, реально мог просто сломать прутья и... Мы внутри? Сразу же воруем деньги. Ого, плюс 250 бачинск. Чё, реально минус человечность? Да чё это такого-то, твою мать? Человечности уже меньше половины, я так одичать могу. Слава богу, такой механики нет в реальной жизни, а то представьте себе, что было бы со мной. Я бы как минимум уже за некоторые ролики одичал бы на уровне кровожадного дегенерата. Теперь насчет картин. Тут всего 4 полотна, на которых нарисована история Каина. Не удивляемся, но эти картины непростые. Резать их надо сугубо в хронологическом порядке. И резать надо не катаной, не топором, а именно ножом. Разумеется. Да, появляется какая-то жуткая срака, желающая нас убить. Страж Кроуви. Блин, у него еще удары какие-то кусачие. Видите, жизни желтые стали? У меня такая желтизна только с гепатитом ассоциируется. Все, дело сделано. Идем обратно в дурку. И что вы думаете?
Прямо с порога мы видим недовольную Терезу с претензиями. Ты... О чем ты только думала? Галерея. Это было мое мероприятие. Думала, я ничего не пойму? Дайте этим двум ляпасам мощного и дело с концом. Ну, увы, терпим. Хоть мы и порезали картины, Тереза нас зла не шибко держит. Безделушку из отеля мы ведь не просрали, а оттого Тереза с барского плеча кидает нам еще один квест. Спасибо, Заюш. Есть одна проблема. Если Тунг прослышит, что я угрожала Жанет, а он наверняка уже прослышал, вряд ли он поверит мне. Значит, чтобы покончить с враждой, тебе сначала придется уговорить Жанет простить меня. С ее слов ситуация накалилась. Жанет озлобилась на сестру. Надо бы с ней примириться. Тереза посылает нас к ней навстречу в кафешку летнюю. Что тут собралась банда гопников-близнецов? Думаю, это случайность. Нет, это не случайность. Эти урюки майонезные нас ждали. Слушайте, эти сестры Бойерман реально конченые. Да, и это говорю я. Тот человек, который уже без половины человечности ходит. Ну, хотя бы с бандосов дробаш выпал. Осталось под него оптический прицел найти. В конце кафе звонит телефон. Тереза говорит, что бандосов наслала Жанет, и все бы ничего, но после ее слов о помощи орет уже сама Жанет. Заходи, и мы уладим дело Тунга. Она свихнулась! Помоги! Ох уж эти бабы! Эх, вот они, мои любимые российские копирки товаров, которые не завозят из-за санкций. ННС и Сритлс. Теперь уже с претензиями в дурку идем мы. Ну и тут... Ладно, эта дура зависла, сейчас перезагружусь. Не вмешивайся! Подумать только, кто-то готов рискнуть жизнью ради грязного, развратного ничтожества. Что ж, так мне будет проще убить вас обоих. Помоги! Спаси меня, и я помогу найти Бертрама, клянусь! Сюрприз! Сестры Бойерман — это сдуревшая баба с двумя личностями в голове. А вы не знали? Ладно, давайте я сейчас все по полочкам вам разжую, как я понял. Терезу в юности жахнул батя, и, быть может, даже не раз. На фоне этого у нее случилась защитная реакция в виде рождения личности пошлой Жанет. Какую-то из ночей, когда отец в очередной раз полез к Терезе, вместо нее была личность Жанет. Ну и тут показания сестер расходятся. Тереза говорит, что Жанет повела себя как лютый социопат, от чего батя и застрелился. А Жанет же говорит, что батю из ревности застрелила Тереза, а тот умер с улыбкой на лице и брызнул мозгами на обои с клоунами. Не знаю, как вам, а мне идея того, что Жанет появилась, чтобы защитить Терезу от насилия со стороны отца, весьма радует. Действительно красивый сюжетный загиб. Темные деяния темной дочери. Трудно поверить. Полиция точно поверила. Они ненадолго нас разлучили, помнишь? И первое, что ты сделала, когда сбежала, нашла меня. Хватит! Ни слова больше об этом. Далее их, а точнее Терезу, отправили в лечебницу. Ее вроде даже как вылечили, но она сбежала. Без лечения личность Жанет быстро вернулась к ней, а Тереза и не против. Да. По идее, сейчас мы должны выбрать, какая из личностей умрет. Я знаю, что вроде как можно их уговорить помириться, но, увы, я не настолько мастер красноречия, а потому уговариваю Жанет подавить личность Терезы окончательно. Я убила ее. Круто, да? Мы взяли и заставили психически больного человека с раздвоением личности подавить себе основную личность в угоду личности давалки. Это все, как водится, аллегория на абьюзивные отношения. А вообще, я, конечно, понимаю, что будут умники, которые скажут, мол, хей, на самом деле все не так. Вот если почитать в интернете... Так, не. Я про игру говорю сейчас так, как лично понял ее. Я открыт к любой дискуссии, но вы, если что, учитывайте, что я сужу по игре сугубо в рамках игры. Я в рулбуке и в саму настолку пока что не лез. Я не желала ей смерти, я лишь хотела, чтобы она изменилась. Ты ведь понимаешь, да? Бедная Тереза. Да забей, все. Ты убила ту часть, которая кринжует. Жанет рассказывает, что Бертрам сейчас ныкается в пустом резервуаре на старой заправке. Мы можем к нему идти, но тем не менее наши отношения с Жанет еще не закончились. Не стесняйся навещать меня время от времени. Мне будет так одиноко без Терезы. То есть, мне иногда будет нужен кто-то вроде тебя. Я так легко начинаю скучать. Может, будешь иногда заходить и веселить меня? Я тебе что, петрушка, что ли? Нет, ты укроп. Ты чё, охоть? Вы только посмотрите на нее. Стоит вся такая замученная, побитая, брошенная. Будто все бабки на клуб романтики просрала. А могла бы алмазную лихорадку дождаться. Ой, смотрите. Рядом с галереей менты. Какой-то псих вломился в галерею и порезал картины. Сегодня любой считает себя критиком, да? А если бы я завандалил банк семени, то он бы сказал, что сегодня каждый считает себя дегустатором? Что ж, настало время для финального квеста на территории Санта-Моники. Хотя хз, почему я так думаю? Тут же вроде не по главам все, а сама Санта-Моника просто одна из территорий, которые нам доступны. Короче, как всегда, сморозил чушерат. Тем временем мы подходим к логову Бертрама Тунга.
Дамы, если бы не вы, то мы бы реально так и жили. И не видели бы в этом ничего такого. Не, ну что, компик есть? Есть. Матрас, где спать, есть? Есть. Чумсок есть? Есть на втором этаже дурки. Зовут Жанет. Посмотрите, как то у нас тут. Думала, что никогда не найдешь меня, да, лапочка? Да, именно с ним Жанет и спит, дорогие мои мальчики. Да, бабы дают даже таким. Бертрам чувак клевый. Он все про всех знает, постоянно на расслабоне и за словом в карман не полезет. Притом негатива в нем минимум, тупо максимальная харизма. Дерьмо, малковианка. Ты встречалась с Ноксом, да? Вот это был разговорчик, наверное. Ни одной рабочей мозговой клетки ни одного из вас. О, отвратный чувак, я ищу странное складское хозяйство. Ну, для быстроногого, знаешь его? Немного. Насчет склада. Я наблюдал за этим местом. На шабаш работает кучка людей. Они там день и ночь перетаскивают грузы. Намечается какое-то серьезное представление. Да, мы взорвем, жахнем, бубум с ним. К слову, именно Бертрам удосуживается нам немного подробнее поведать за шабаш. За шабаш. Шабаш, черт, какая ты еще зеленая. Но мы вроде как все чудовища, нравится нам это или нет. Не буду утверждать, что шабаш плохие вампиры, потому что никого из нас тут нельзя назвать хорошим. Но шабаш, они восхваляют свою чудовищную сущность. Они отказывают скрывать ее, демонстрируют ее направо и налево. А еще они безмозглые и безрассудные. Продолжительность их жизни, как у вампирской тли. Блин, он так описывает их, будто они ренегаты и сталкеры. К слову, помню, как под одним из моих роликов по сталкеру какой-то полудурок ругал меня за то, что я якобы недопонял ренегатов, и на самом деле это не такие уж и плохие ребята. Не удивлюсь, если и тут мне будут доказывать и говорить: ха, Барибрух, шабаш это на самом деле кульные кенты, четкие ребята, ты просто не шаришь. Ладно, апдейт, я реально посмел предположить, что шабаш могут быть неплохими ребятами. По такому поводу вы не поверите, но я решил посоветоваться со знакомым лороведом мира тьмы. Я спросил, стоит ли знакомиться с лором оригинального настольного мира игры, и тот мне сказал просто: нет, оказывается, по крайней мере, с его слов, игра сделана для тех, кто с лором не знаком. Если я сейчас начну изучать оригинал, то мало того, что заспойлерю себе сюжет, но и банально испорчу экспириенс, так как игра все-таки то и дело имеет спорные для канона моменты, плюс там вышло миллионов новых изданий, которые лор перевернули с ног на голову до такой степени, что у тебя волосы на очке дыбом станут. Я говорю: чел, я сделал кратко про вангеры, меня ничем не напугаешь? На что он мне ответил, что по нынешнему канону Артур Килпатрик вампир так-то, но в игре же он не вампир. Мне еще посоветовал использовать особый скилл, который показывает ауру других персонажей. И типа белая аура это нормис, а фиолетовая аура это не нормис, это какая-то нечисть, ну типа вампира. И Артур Килпатрик белый. Прикиньте? Ну короче, я понял, что вот эти бандурины пока что рано открывать. Буду играть в кайф без лишней мозголомки. Бертрам говорит, что готов нас довести до склада, но там мы, если что, будем сами по себе. Мы в принципе готовы, но я от греха подальше решил завершить пару мелких дел. Сходил, потанцевал в клубешнике и зарезал как собак всех слабокровных на пляжу. Простите, я пытался замять этот гештальт внутри своей души, не вышло. А вот надо было просто заплатить мне деньги. Все, пора двигать на склад. И тут вы не поверите, но про эпизод на складе мне на самом деле говорить много нужды нет. Почему? Ну я просто взял и всех убил. То есть я даже особо не крысятничал. Анжелика тупо взяла и зареграшила склад. И это было легко, так как преимущественно территорию населяли какие-то тупоголовые бандосы. Да, пару раз было, что Анжелика врубала рейдж мод. Это если кто не знает состояние, когда мы не можем контролировать нашего перса. Такое происходит в момент лютой опасности и голода. Да, еще на это сказывается наша не самая высокая человечность из-за моей ублюдочности, но кто вы такие, чтобы меня судить, а? На самом складе полно всяких снарядов и оружия. От этого, чую, взрыв тут будет эпичный. Если что, сами снаряды лучше не трогать, а то... Убиваем всех в офисе, плентим бомбу и вроде пора бежать, но, сук, именно тут решает появиться нечисть всякая. То есть вы захотели дать мне отпор именно тогда, когда я всех под нож пустил, установил бомбу, да? Но я не удивлен, что вас тут все конченными считают. Жалко в любом случае всех убивает и вуаля, взрыв. Так, вот сейчас стоп. Это же не оборотень, верно? Это вампир. Гангрел? Я думал, Гангрел это тупо какие-то животноподобные бичи, а тут весь такой солидный, малый, в очках еще. Тот склад. Полагаю, твоих рук дело.
оборотень! Не слишком хорошо разбираешься в созданиях ночи, правда? Совет на будущее. Прими во внимание, оборотни не имеют привычки представляться. Вижу, на этот раз моя репутация меня не опередила. Меня зовут Беккет. И, кстати, я тебя не преследовал. Мы просто оказались в одном и том же месте в одно и то же время, в силу обстоятельств. Прости, если я тебя напугал. Не, мне это вообще не нравится. Я точно уверен, этот странный чел сталкерил нашу жалку. Я сразу говорю, если тут есть какие-нибудь романтические ветки, то я буду максимально бдителен и свою жалку этому жуткому страннику не отдам. С ним происходит разговор, где он спрашивает, не случалось ли нам видеть что-нибудь странное в последнее время. И жалко ему давай пояснять и за отель с привидениями, и за сестер Войерман, и даже за слабокровных. Как казалось его слов, слабокровные — одна из причин его прибытия в Санта-Монику. А, точно, помните, мы с вами видели большого пёселя на пляжу? Это, получается, был он, Беккет? Сука, уверен, он просто за нашей жалкой следил, извращенец! Был рад с тобой познакомиться, но мне еще предстоит проверить некоторые слухи. Уверен, что мы еще встретимся. Когда-нибудь. Или никогда. Доброй ночи, дитя. И будь осторожна. Шабаш наверняка будет тебя преследовать. На этом эпизод со складом оканчивается, а мы оказываемся вновь у Бертрама Тунга. Фух, честно скажу, с ним тут сейчас такой долгий разговор будет. Отличная работа, Пышечка. Я почувствовал этот взрыв за милю. В новостях тоже о нем говорят. Знаешь, Шабаш сейчас должен просто выйти и жаждать крови. Именно после взрыва склада Бертрам позволяет нам расспросить его обо всем, что он знает. Допустим, он поясняет, что появление Беккета — серьезная срань. Он что-то типа вампирского историка, который конспектирует весь вампирский лор. Еще наша жалко в диалоге называет Лакруа князем шутов, и Бертрама в шоках с таких слов. Шут? Ты называешь Лакруа шутом? Советую тебе быть поосторожнее, пташка. В любом случае, что я могу сейчас сказать? Он сейчас босс. Потом он подтверждает все мои слова из первого ролика про вампирские кланы и рассказывает, что есть 3 вида в скобочках сект. Камарилья, закон, шабаш, тотальное беззаконие с хаосом и анархия. Анархия, насколько я понял, является что-то типа золотой середины. То есть они против тотального шмонька контроля Камарильи, но еще не настолько конченые, как шабашевцы. Найнс — один из анархов, кстати. Анархия. Да, я уважаю то, что они делают. Борьба за свободу и все такое прочее. Но они сами себя обманывают. Как только удается захапать немного власти, ребята начинают рвать за нее глотки. Думаешь, это Камарилья придумала? Блин, какой же он мудрый мужик. Ставь лайк, если хочешь, чтобы этот чел вел у тебя уроки обществознания. А еще он рассказывает, что существует миф о неком конце света под названием Гиена, и что слабокровные с этим как-то связаны. Ну, считается, что чем дольше по генеалогическому древу от Каина, тем слабее кровь. Так что если ты из 5-го поколения, твоя кровь сильна. Если из 15-го, тебя с натяжкой можно считать вампиром. Ты слабокровный. Во-во-во! Я так понял, слабокровные — это слишком далекие по поколениям от Каина вампиры. То есть с каждым кусем следующие вампиры все слабее и слабее. Я это просто к чему говорю? В прошлом ролике я сказал, что Thinned Blood лучше перевести как истонченная кровь. Меня поправили, подметив, что куда лучше термин разбавленная. Однако, учитывая контекст, который я сейчас сказал, именно истонченная кровь лучше и звучит. Типа, помните моменты из времени приключений, где Жека себя до состояния сосиски растянул? Во, то же самое и со слабокровными. Мне еще указали, что некоторые слабокровные настолько слабые, что на них даже дебафы в виде солнца не действуют. Но, что сказать, я лишь говорю то, что вижу в игре. А я видел тут лишь чмонь, которые ни на что не способны, а кровь пить все равно хотят. Так что, ладно, я уже спрошу вас. Мне в эти книги лезть стоит, а? Отвечайте, пожалуйста. Я ваше мнение, если что, спрашиваю, пожалуйста, надо. Вот вроде бы столько клевой новой инфы нарыл. Мы с Бертрамом долго стояли и базарили. А потом, как я закрыл диалог, наша жалка от голода впала в безумие, напала на Бертрама и словила от него смертельных люлей. А что вы хотели? Низкая человечность, ядрить ее в рот. Ладно, все, я понял. Теперь реально буду за каждую крупицу человечности драться на ножах. Отныне никаких злых поступков. Анжелика будет примером для подражания. Вы еще увидите. И по факту на этом все. Аккурат после этого квеста появился некий таксист, с помощью которого мы можем двинуть даунтаун. Куда? Ядрить у него лицо гигачадовское. Эх, даже немного грустно покидать Санта-Монику. Тут все такое родное. Я даже успел привыкнуть к квартирке, к моему маленькому телевизору.
После неудачного ограбления закусочной Surfside Dinner осталось несколько убитых, когда попытка потенциальных грабителей была пресечена бдительным посетителем закусочной. Свидетели видели, как из закусочной убегала неопознанная личность, вскоре после того, как там замолкли звуки выстрелов. Полиция заявляет, что самосуд запрещен, и что они знают, что это ты. Чё? Этой ночью Санта-Монику потряс мощный взрыв, послав в небо столб огня и отрезав весь складской район, где произошла трагедия. По предварительным данным, разрушенный склад использовался для контрабанды оружия, а взрыв, вероятно, был вызван тобой. Чё? Не, вот это мне вообще не нравится. Что это такое? Честности ради, думаю, именно тут я и подытожу первые впечатления по игре. Мне обидно. Пока что игра ощущается как настоящее произведение искусства. Визуал, персонажи, сюжет, да даже геймплей. Играть безумно приятно. А оттого обидно, что игра плохо продалась и что ее пришлось столько лет чинить. Увы, но таков путь. Меня, кстати, спрашивали, откуда сборку скачал. Ну... А на сегодня все, мои дорогие друзья. Спасибо большое за то, что смотрите, лайкаете, пишите комментарии. Большое спасибо за ваш фидбэк. Это очень важно. А также отдельное спасибо ребятам с Бусти. И, конечно же, огромная благодарность Боли Джагони за то, что продолжает струячить разными вариациями лика Анжелики. И не только. Не забудьте подписаться на ее ТГ. Ей будет приятно. До скорых встреч. Не прощаемся, ибо еще увидимся.